Валар Моргулис, друзья! Мир Игры Престолов огромен, и хотя большинство событий развиваются лишь в Вестеросе, есть персонажи, через которых мы открыли земли Востока, и одним из таких героев является Дайнерис Таргариен. Она за время Игры Престолов преодолела расстояние больше, чем кто-либо, и мы в этом видео попытаемся проследовать за ней, одновременно передвигаясь по карте и вспоминая те или иные события. Но перед тем, как собственно перейти к матери драконов, хочу вам рассказать об онлайн-платформе Викиум. Это проект, созданный учеными и экспертами, позволяющий улучшить вашу память, внимание и мышление. Мозг – это самая важная часть человека, которой, как и мышцам, нужны тренировки, чтобы прогрессировать. И как раз на Викиуме можно найти множество тренажеров, с помощью которых каждый сможет подтянуть нужные ему навыки. Примечательно, что вам могут подобрать персональную систему тренировок таким образом, чтобы сильные стороны служили фундаментом для развития более слабых. На Викиуме есть шкала прогрессии, чтобы отслеживать свои успехи, и соревновательный режим, ведь всегда интересно проверить себя в сравнении с другими. Если вас заинтересовало все вышесказанное, и вы хотите, как и я, иногда тренировать свой мозг, то ссылка на Викиум будет в описании. В самом начале повествования Дайнерис вместе с братом Визерисом находится в вольном городе Пентасе, в гостях у Иллирио Мопатиса. Иллирио сватает Дайнерис за Кхала Дрога в обмен на военную помощь в реставрации династии Таргариенов. На свадьбе Дани знакомится с Сиром Джорахом Мармонтом, который предлагает свой меч ее брату и становится их постоянным спутником. В качестве свадебных подарков Дайнерис получает от Иллирио 3 драконьих яйца, 3 служанок от брата, а Дрога дарит жене кобылу-серебрянку. После торжества Кхаласар Дрога отправляется в Аэс-Дотрак, столицу и единственный город дотракийцев. Их путь начинается в Пентасе, затем они направляются на восток, проезжая как мимо руин старых городов, так и возле ныне существующих. Первым городом на пути Дайнерис к Аэс-Дотрак стал Гуэн-Друэ. Ранее он был рейнарским городом, пока валерийские драконы не сожгли его дотла. Гуэн-Друэ до нападения был зеленым городом каналов и фонтанов, ныне же это руины с немногочисленными нищими жителями. Затем Кхаласар повернул на юго-восток, в сторону вольного города Норваса, стоящего в верховьях реки Нойны. Норвас – теократия, управляемая так называемыми бородатыми жрецами, которые не склонны общаться с чужеземцами. Город Норвас разделен на 2 части. Верхний город стоит на 100-метровых утесах, где стоит крепость-храм бородатых жрецов, нижний – у берегов реки. Город не вступает в конфликт с дотракийскими ордами, он обычно откупается богатыми дарами. Проследовав мимо Норваса, Кхаласар повернул на северо-восток, в сторону Квахорского леса и, собственно, самого вольного города Квахор. Как и другие вольные города, Квахоры славятся своими ремесленниками. Местные кузнецы справедливо гордятся редкостным умением перековывать валерийскую сталь. Этот город больше, чем другие вольные города, погряз в магии. В сказках и песнях даже в Вестеросе его называют городом чародеев, подобно далекому Ашаю. По слухам, здесь практикуют ворожбу, некромантию и магию крови, но все это в глубокой тайне. Город держит флот, контролирующий речные земли до руин города Арной, а стражей служат безупречные. Около 100 года до завоевания Эггона 3000 купленных в Астапоре пехотинцев безупречных отстояли Квахор от нашествия дотракийцев, тогда как собственная армия города погибла в бою, а наемные отряды бежали. Признав свое поражение, дотракийцы отрезали свои косы и бросали их к ногам выживших безупречных, стоявших у городских ворот. С тех пор армия Квахора набирается только из этих солдат, и у каждого на копье висит коса из человеческих волос. У Квахора есть и малочисленная городская стража из местных жителей, следящая за порядком в городе, но основная тяжесть обороны города лежит на плечах безупречных. Квахорцы купцы, а не воины. Дотракийцы до сих пор помнят о старом поражении и избегают воевать с Квахором. Затем Дайнерис вместе с Кхаласаром направляется прямо на восток к Аэс-Дотрак, проезжая мимо когда-то великих городов, разрушенных дотракийцами после рока Валерии. Первым городом после Квахора, а вернее лишь его руинами, был Аэс-Хадох, или же Эссария. Город Эссария был валерийской колонией, подобно вольным городам. Его иногда называют утерянным вольным городом. Возможно, Эссария действительно был вольным городом, обретя независимость после рока Валерии. В век крови полчища дотракийцев разорили Эссарию и перебили его жителей. Руины получили новое название – Аэс-Хадох – город трупов. Следующим городом на пути Дайнерис стал Аэс-Гаркои, или Мардаш Неприступный, или же город Солдат, один из городов Сарнорского царства, расположен на реке Сарна и хорошо укреплен. Во время Кровавого века, то есть века после рока Валерии, сменяющие друг друга Кхаласары заключили город в кольцо.
Но и отрезанный от своих земель он продержался почти 6 лет. Вынужденные голодать жители съели сначала животных, а потом стали поедать собственных мертвецов. Когда сопротивляться сил больше не осталось, уцелевшие воины умертвили собственных жен и детей, чтобы уберечь их от плена. Затем открыли ворота и бросились в последний бой. Они были перебиты все до единого, а дотракийцы прозвали руины Мардаша Ваес Гаркои, город кровавого броска. Дальше Кхаласар Дрога прошел мимо Ваес-Кхева или Сарната, одного из разрушенных городов бывшего Сарнорского царства. Он был известен как Сарнат Высокобашенный, самый знаменитый из сарнорских городов. Хотя правитель Сарната и звался Великим Царем, этот город был не столько столицей Сарнорского царства, сколько первым среди равных. Правители других городов обладали большой независимостью. Тем не менее, когда после падения Валирии из степей появились дотракийцы, Сарнат стал центром объединения. Мазор Алексий, последний великий царь, собрал под стенами Сарната огромную армию, надеясь раз и навсегда разделаться с разбойными кхалами. Эта армия была разбита на Вороньем поле, на полпути между Сарнатом и Касатом. Спустя 2 недели Кхал Лоса Хромой захватил сам Сарнат и предал город огню, не пощадив даже великолепный дворец 1000 покоев. В дальнейшем Сарнат стал известен под дотракийским названием Ваес-Кхева, город червей. Следуя все дальше на восток, Дайнери с дотракийцами достигли Ялли-Камайи или Сатара, города у водопадов. Еще один город Сарнорского царства, расположен на слиянии 2 рукавов реки Сарны. Был первым сарнорским городом, уничтоженным дотракийцами под предводительством Кхала Мора. Мужчины Сатара, разбитые в сражении, были преданы мечу, а их жены и дети угнаны в рабство. Во время изнурительного перехода в Хаздан-Мо погибло 3/4 пленников. Сатар, прекраснейший из степных городов, был обращен в золу и щебень. Как сообщают, Кхал Мора лично дал руинам их новое имя – Ялли-Камайи, место, где рыдают дети. После Сатара Кхаласар продолжил следовать на восток по бескрайним степям и равнинам Дотракийского моря, направляясь к Матери гор. К моменту, когда Кхаласар достигает священного города дотракийца Ваес-Дотрак, Дайнерис исполняется 14 лет. В сериале же она старше, ей 16. Изменение возраста связано с тем, что в современном обществе неприемлемы столь ранние 13-14 лет сексуальные отношения. К тому же в британском законодательстве для сексуальных сцен имеет значение не только возраст актера, но и возраст изображаемого персонажа. В Ваес-Дотрак Дайнерис ищет возможности помириться с Визерисом и приглашает его на ужин, приготовив подарки. Однако примирение не случается, и все заканчивается смертью Визериса. Со смертью Визериса Дрога решает оставить затею с нападением на Вестерос. Однако мстительность Роберта Баратиона меняет его планы. Узнав о беременности Дайнерис, Роберт обещает земли и титул лорда любому, кто убьет Визериса и Дайнерис сыном. Поэтому после неудачной попытки виноторговца отравить Дани, Дрога клянется подарить 7 королевств Рейга. Убийца же волочится за лошадью Дайнерис, пока не погибает. Кхаласар движется на юг, чтобы захватить рабов и выменять их на корабли для завоевания 7 королевств. Во время нападения на один из городов лхазарян, Дайнерис запрещает воинам своего мужа удовлетворить похоть захваченными женщинами, объявляя, что все они ее личные рабыни. На это Сир Джорах замечает, что она истинная сестра Рейгара. Дрога поддерживает жену, несмотря на ропот воинов. Затем из-за одной из спасенных пленниц Мейги Миримаздур, Дрога превращается в овоща, и Дайнерис теряет ребенка. Почти весь Кхаласар оставил Дайнерис. Она идет на отчаянный шаг, входит в погребальный костер Дрога. И когда он догорает, остается живой и при этом с 3 новорожденными драконами, которых называют Дроган, Рейгаль и Визарион в честь погибших мужа и братьев. В ночь, когда вылупились драконы, Дайнерис видит в небе красную комету и решает, что это знак богов, указывающий ей путь. Следуя за кометой, Дайнерис вместе с остатками своего Кхаласара, в общей сложности примерно 100 человек, в основном детьми, женщинами и стариками, пробирается через Красную пустошь. Из-за жары и засухи гибнет несколько человек и лошадей, пока Кхаласар не достигает руины некогда разграбленного города с водой и фруктовыми деревьями. Дайнерис дает ему название Ваес-Талора, что означает «город костей». Затем посланный Дайнерис разведчик находит Кварт, и ее маленький Кхаласар отправляется к нему, старому и богатому портовому городу на востоке Эссоса. Там, как мы знаем, происходят не очень приятные вещи. У Дайнерис пытаются украсть драконов. Но она их спасает и в спешке пытается покинуть город, не получив там никакой помощи. В сериале она покупает корабль на украденные драгоценности из дома Ксараксана Даксоса. В книгах же ей нанял 3 корабля Иллириум Апатис.
Но так или иначе, она садится на корабль и отправляется в залив работорговцев, а именно в Астапор. В Астапоре она как бы покупает армию безупречных, а именно 8600 взрослых безупречных и 5500 мальчиков, еще не закончивших обучение, заплатив за покупку самым крупным драконом. Но в итоге все заканчивается не очень удачно для работорговцев, и город переходит в руки Дейенерис, которая оставляет его, передав власть совету из бывших рабов, лекаря, ученого и жреца. Но десятки тысяч человек все равно предпочли последовать за ней. Она, продолжая свою войну с рабством, отправляется в следующий город залива работорговцев – Юнкай. Защищать Юнкай должны были наемники и собственное юнкайское войско. Дейенерис удается переманить на свою сторону часть наемников, а юнкайских господ она убеждает, что не станет ничего предпринимать 3 дня, данные им на раздумье. На самом деле Дейенерис отдает приказ напасть в ту же ночь и одерживает сокрушительную победу. Спустя 3 дня все рабы Юнкая покидают город, забрав с собой столько еды, одежды, денег и товаров, сколько могут унести. После победы королева движется на Мейрин. Прибыв к городу, Дейенерис дает задание своим людям проникнуть в Мейрин через городскую клоаку и освободить мейринских рабов. Освобожденные рабы поднимают восстание, перейдя на сторону Дейенерис, довершают дело безупречные. К вечеру Мейрин капитулирует. Осознав, что она принесла в залив работорговцев лишь смерть и разорение, Дейенерис решает остаться в городе и править в нем как королева, чтобы исправить свои собственные ошибки и подарить Мейрину мир, справедливость и процветание, как когда-то подарил их Эйгон Завоеватель Вестеросу. Ее планам не суждено было сбыться. На открытии бойцовых ям на Дейенерис совершают покушение сыны Гарпии. На запах крови и шум толпы прилетает Дроган. Он дышит пламенем и поедает убитых, и начинается паника. Пытаясь обуздать дракона, Дани забирается ему на спину и улетает вместе с ним из Мейрина. Дроган относит Дейенерис на север от Мейрина в Дотракийское море. Там она попадает в руки Кхала Мора, который, узнав, что она была женой Кхала Дрога, говорит Дейенерис, что она должна присоединиться к остальным вдовам Кхалов, Дош-Кхалин в Ас-Дотрак, и проводит ее туда. На совете Кхалов Кхалар-Вэжвен Дейенерис применяет радикальные методы, убивая всех Кхалов и еще раз доказывая, что она неопалимая, тем самым склоняя на свою сторону всех дотракийцев. Затем она во главе своего нового Кхаласара возвращается назад в Мейрин и разбирается с работорговцами, устроившими восстание. Заключив союз с Ярой и Тионом Грейджоями, она получила достаточно кораблей, чтобы переправить свое огромное войско в Вестерос, и не став долго ожидать, они отправились на запад. Местом высадки в Вестеросе стал Драконий камень, родовой замок Таргариенов. После череды событий Дейенерис решает лично дать бой силам Ланнистеров и покидает Драконий камень во главе своего войска. Для дракона и превышающего числа дотракийцев победа над силами Джейма не составила труда, после которой Дейенерис вернулась на Драконий камень. Далее Дейенерис приходится покинуть Драконий камень, отправившись за стену на помощь отряду Джона Сноу. Там происходит схватка, в ходе которой погибает один из драконов, Визарион. Затем Дейенерис вместе с Джоном и остальными возвращаются на Драконий камень. Там они не задерживаются и вскоре отправляются в Королевскую гавань на переговоры с Церсеей. После переговоров Джон с Дейенерис снова возвращаются на Драконий камень. Далее на военном совете они решают отправиться на север Винтерфелл, чтобы встретить иных и защитить 7 королевств от угрозы. Они на корабле добираются до Белой гавани, затем объединяются с дотракийцами на Королевском тракте и прибывают в Винтерфелл, вотчину дома Старков. Вот такой он путь Дейенерис Таргариен. За все время событий Игры престолов она преодолела почти 36 тысяч километров. Если ролик вам понравился, жду от вас большой палец вверх, мне будет очень приятно. Выражаю благодарность патронам канала Ринчи, Ярославу Админу, Константину Лосу, Ивану Печерице и Геворгу. Спасибо за просмотр, всем пока.